Представители знака зодиака Рыбы. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз, гороскоп, события на пороге февраля. Давайте узнаем, каковы события с первых недель, с первых дней месяца и три главных события. События февраля будут отчасти обусловлены событиями конца января, мои дорогие. 27 января планета Уран переходит в прямое директное движение из ретроградности. И, скорее всего, мы можем быть поставлены перед фактом, когда нужно делать либо вывод какой-то, либо выбор. О себе может напомнить как раз по Урану какая-то ситуация, когда мы не сможем, как будто отмахнуться от решения какого-то вопроса. Нам придется однозначно что-то решать. Или, может быть, как выбор направления дальнейших ваших действий. И вот это своеобразная прелюдия, то, чем вы будете заниматься в феврале. Идем дальше. И если мы говорим про события февраля, 10 февраля – это новолуние, и одновременно эта дата как раз совпадает с Новым годом по китайскому или восточному календарю. И теперь это у нас уже год дракона, мои дорогие. 19 февраля – выравнивание планеты Хирон с лунным узлом, который находится в Овне. И кто такой Хирон? Это образ израненного целителя, могучий кентавр, который владел искусством врачевания и вылечил Ахиллу, его лодыжку, Ахиллова сухожилие, откуда и крылатая фраза «Ахиллесова пята», но сам пострадал от отравленной стрелы Геракла. И вот это время, когда мы, может быть, столкнемся с собственными ранами, психологическими сложными ситуациями или вспомним какую-то травму, может быть, даже психологическую. Для чего? Чтобы окончательно залечить их. И одновременно пытаясь помочь другим. Вот этот образ израненного целителя, он нам говорит о том, что через помощь другим мы исцеляемся сами. Вполне возможно, что если мы откликаемся, мы неравнодушны, то в какую-то патовую ситуацию и нам как будто помогает человек. Может быть, это не обязательно будет тот человек, которому вы помогали. Эта помощь может прийти руками других людей или какой-то удачно сложившейся ситуацией, но вот это значение, оно присутствует. Идем дальше, и 22 февраля в знаке зодиака Водолей встречаются две планеты гендерные. Это Марс и Венера. И, скорее всего, где-то 22 числа нам может захотеться либо упорядочить свою личную жизнь, либо внести перемены, скорректировать что-то. Но не всегда планетарные прогнозы совпадают с прогнозами Таро. Поэтому давайте узнаем, и первую карту мы достанем, что придет в феврале. Для вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Что новое может быть? Или какой вопрос, с чем вы столкнетесь, что вы будете решать? Итак, что придет для рыб и рыбок? И вторая карта, а что же уйдет? И три главных события, как мы говорили. Или это может быть сферы жизни, в которых эти события проиграются. Итак, что же придет? Успешное время, самодостаточность. Вот, видимо, в этом ракурсе нужно осуществлять свои намерения, цели, желания. Нам говорят о том, что хорошие заработки ждут в первую очередь, наверное, тех, кто работает сам на себя. Безусловно, по этой карте люди или человек конкретный, который планирует, сам командует как будто парадом собственной жизни. Тот, который умеет все держать под контролем. Сама по себе карта самодостаточности. Может быть, это как раз то качество, которое вы захотите развить. Или вы как-то себя, мои дорогие рыбы и рыбки, прочувствуете особенно, что почему я на вторых ролях, или почему я, вот у меня не получилось решить тот или иной вопрос. Это, знаете, это когда ответственность мы берем сами на себя. И для кого-то из вас это может означать как получение новой должности, выбор правильного направления, если вы словно пока еще на распутье, может быть, вы учитесь, приобретаете как раз знания. И тут, где я буду более успешен или успешна, в какой области или сфере жизни меня ждет, как может быть признание, или это перспективы какие-то у меня сложатся наиболее удачно. Здесь дела, работа, бизнес и финансы. И, в принципе, мои дорогие,
На февраль месяце нам как будто карта говорит, что финансовые вопросы, скорее всего, будут решены удачно. И даже если есть какая-то финансовая брешь, значит, вы сможете этот вопрос закрыть тоже. А что же уйдет? Не всегда эта карта говорит о том, что именно уходит что-то или кто-то, но позиция, когда, может быть, вы какой-то вопрос начали и закончили именно в феврале. И у нас пятерка мечей, эта карта называют первая победа. Это какой-то конфликт, который был прежде, и вот мы его можем словно нейтрализовать, погасить. И карта-то нам сама говорит, не увеличивай дистанцию конфликта, не спорь, может быть, с кем-то, или, знаете, какая-то победа, может быть, правда, у кого-то на повестке месяца будет стоять какой-то очень важный вопрос. Вы его, скорее всего, решите. Может быть, он отчасти был вызван каким-то недопониманием. И дипломатия вам поможет решить как и ситуацию, так и сгладить острые углы. И, немаловажно, вот именно по этой карте, не создать себе каких-то противников или наоборот противников обратить в союзники, чтобы не было тех людей, которые ожидают, когда у вас будет, такой не очень благоприятный, благотворный период, и из-за зависти, может быть, готовы вам подставить подножку. Вот есть такой элемент, что ваше окружение, оно как будто должно вами же быть, с одной стороны, на контроле, с другой стороны, если вы, правда, таких людей в своем окружении имеете, с ними нужно быть особенно осторожно, чтобы в последующем, где-то не создалось минусов, когда вы этого совершенно не ждете. Но это как будто это я уже так, в дополнение, по крайней мере, на февраль месяц это следует учесть. Но тут такие у нас позиции, эта карта выпадает, что уйдет, поэтому либо конфликт будет исчерпан, либо вы сумеете договориться. Сильная позиция. И мы посмотрим первое событие. Это вообще карта радости. У кого-то вопросы, связанные с детьми, может быть. Или, знаете, это как само вдохновение, хорошее настроение, когда мы занимаемся тем, что нас радует. В целом, карта каких-то позитивных желаний и, может быть, и предложений тоже. Давайте мы раскроем. Не такая крупная карта, она нам просто говорит о каком-то позитиве или позитивном начале, который входит в вашу жизнь, мои дорогие. Но мы раскроем, и первую карту мы достанем. Чем дело кончится? У кого-то может быть и любовная история, почему нет? Или, мои дорогие, новое знакомство. У кого-то проиграется знакомство с человеком, который намного моложе вас. Так чем же дело кончится? Ух ты! Тут какие-то перемены. Тут может проиграться как какое-то предложение, или это вы используете какое-то удачное обстоятельство для того, чтобы, к примеру, совершить переезд, переориентироваться все же по карте колесница. Прошлое уходит, какой-то жизненный этап заканчивается, и карта нам говорит: провожай прошлое и встречай все новое, что приходит на твой порог. Это те перемены, которые ведут к удаче, к успеху, к осуществлению ваших намерений, желаний, целей. И, видимо, будет удачный момент, или, может быть, для кого-то это сопряжено со сменой сферы деятельности, работой. И, может быть, это новое место работы, где более, комфортная такая психологическая обстановка. Может быть, и это вы себя как будто почувствуете, но с большим оптимизмом, и тогда еще и в дополнение, ведь по старшим арканам это словно высшие силы нам помогают. И здесь может какая-то оказия у вас, мои дорогие, появиться. Мы спросили, чем дело кончится, а нам говорят: а тут не закончилось, тут прежний этап жизненный заканчивается. И может быть вот эта радость, вдохновение, что какая-то тягостная ситуация, она подошла к концу. Чем сердце успокоится, давайте мы это узнаем. Сердце успокоится, может быть, как раз с учетом пятерки мечей, действительно какой-то конфликт будет исчерпан. Или если имело место быть, мои дорогие, как вот по рыцарю мечей,
К примеру, если вы занимаете руководящую должность или, ну, пост какой-то, да, вы ответственный сотрудник, работник, где-то вы ставите свои печати, вот может приехать проверяющий. У кого-то из вас это может совпасть, может быть, как вопросы, которые вы должны решить через знание закона. Есть какая-то конкретика, истина. Именно по этой карте со знаком плюс проигрывается, когда мы ищем истину и мы ее находим. Или если нужна консультация юриста, то мы ее получаем и тоже знаем, как в отношении нас будут работать законы. И, видимо, какой-то конфликт вы можете либо погасить, либо для себя увидеть возможность, как нейтрализовать какую-то ситуацию. Все же пятерка мечей у нас как будто вот это разочарование от того, что победа нам далась, но какой-то сложной ценой, и она нас не радует. Вот это все же в позицию уходит. И сердце, видимо, успокаивается тем, что как вы можете принять какую-то данность. Может быть, вы занимались каким-то вопросом. У кого-то вопросы в суде, повторяюсь. Но не удалось что-то совершить. И, скорее всего, вы просто можете вот как оставить в прошлом, как закрыть в прошлое дверь. Сердце будет успокаиваться, когда конфликт какой-то исчерпан, мои дорогие. Когда вы не реагируете на какие-то колкости или колючая ведь достаточно карта, но, видимо, для вас перестает что-то нести в себе смысл, какой-то прежний конфликт или какое-то разбирательство или какой-то спор. И с учетом вот этих двух карт, когда приходят на смену вот этим холодным каким-то колючим, может быть и энергия, может быть и спором, может быть и какому-то затяжному конфликту конец, и вы просто устремляетесь в будущее, вы оставляете какой-то вопрос, либо он оставляет сам по себе вопрос, как бы решается, и тоже на этом ставится точка. Давайте мы достанем карту совет. Вот правда, по тройке мечей это та болезненная ситуация, как по Хирону, то, что нас ранило. Но вот как будто теперь это не имеет смысла. Все отгорело, отболело, и мы переводим чувства или наши эмоциональные ощущения просто в ситуацию, а ситуацию в опыт. Это сердце, как в ледяном панцире. Нас невозможно ранить, но по этому опыту он как будто нам был совершенно необходим для того, чтобы мы были сильнее, может быть, прозорливее, внимательнее, и еще раз не попались в какую-то подобную ситуацию или грабли еще раз не нашли. Правда, мы учимся, хоть и говорят, надо учиться на чужих ошибках. Ну, наверное, так человек устроен, что он учится на своих. И, видимо, вот этот какой-то сложный путь, мои дорогие рыбы и рыбки, он у вас завершается. И на смену приходят, как и новые возможности, а с ними новое вдохновение. Какой-то проект вас так заинтересует, захватит полностью. И, скорее всего, это будет иметь шикарное продолжение. С помощью высших сил, буквально по аркану колесницы, это наверняка. Второе событие. Вы будете чему-то учиться. Конечно, у кого-то могут проиграться вопросы, связанные с детьми, но эта карта сама по себе начало. И посмотрите, второй паж. Как будто два начала, два направления. У кого-то и в личной жизни какие-то изменения будут, а у кого-то, буквально, вы можете начать учить, как будто, знаете, или осваивать скорее какую-то новую специальность. Или вы можете начать учить языки. Или вы можете изучать сферу IT, или вы можете изучать, может быть, криптовалюты, ну и все что угодно. У кого-то конкретно, может быть, вы еще учитесь, будете грызть гранит науки, сдавать экзамены. Что бы мы тут ни изучали, эта карта говорит, в последующем вот это ценный опыт. Может быть, для кого-то он отчасти даже будет сопряжен, вот как с какими-то разбирательствами, я сказала, и тоже опыт. Теперь вы уже пройдя, может быть, какие-то тернии, вы как становитесь специалист по тому или иному вопросу, может быть, это как жизненный опыт, который вам дает очень хороший приоритет не попасть еще раз в ту ситуацию, потому что вы знаете, как работают законы. Вот для кого-то буквально так проиграется. Но эта карта, повторюсь, новых начинаний. Вот у вас две карты, если по событиям. Все новое, мои дорогие. Ничего старого. Поэтому, наверное, и аркан колесницы нам говорит, ты вообще назад не оглядывайся. Все, что было раньше, не имеет никакого значения. Ну, разве значение вот только вот этот опыт?
которые уже не вызывают у нас никаких эмоций, нас уже не ранит, нас невозможно зацепить, как будто, когда уже выпадает тройка мечей. Давайте вторую карту, второе событие, если мы про обучение, чем дело кончится. Какими-то новыми планами, работой с информацией, может быть, это новый труд или новое творчество, или помощь отчасти, чем дело кончится, или какое-то взаимодействие с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец. Ну, у нас выпадает королева, но это совсем не обязательно, что это будет женщина. Это может быть и как мужчина, но он имеет вот те же энергии, как по этой карте королева жезлов. Первое – это немногословность. Может быть, эти энергии вам предлагают примерить на себя, потому что королева жезлов умеет хранить молчание. Она умеет хранить секреты, как и свои, так и чужие. И это ей помогает не совершить каких-то ошибок. Часто наша многословность, или когда мы еще не успеваем что-то додумать, а уже о себе, к примеру, что-нибудь рассказали. А здесь нет, тут не о себе королева жезлов никогда не расскажет. Вы никогда не узнаете, что она думает на самом деле. И это ее сильная позиция. Вообще по королеве жезлов проходят те личности, которые на самом деле личности. Те, которых очень сложно, ну, как-то, даже если, к примеру, вот есть такое выражение «судьба ставит на колени». Вот если даже их судьба поставила на колени, они все равно поднимаются, потому что они идут вперед. И их сильная позиция за счет того, что они умеют правильно работать с информацией, правильно распоряжаться деньгами и молчать, хранить тайны и секреты. И вот чем дело кончится. Вот где-то эти энергии отчасти советует и карта вам примерить на себя. Или подобного человека, помощь, или ваше взаимодействие с ним. А чем сердце успокоится, давайте узнаем. Вот как-то происходит, видимо, отстраивание вот этой вашей сильной позиции путем отказа от того, что не имеет никакого значения, то, что прежде разочаровывало, и теперь у вас здоровое равнодушие на смену приходит. И это своего рода сразу как будто момент перезагрузки и новые возможности. Может быть, это те возможности или какая-то учеба, которая будет через энергии вот подобные, которые только что описала. Но что на сердце, что как ваше настроение? А тут уверенность у нас выпадает. Ну, вообще, король Пентаклей – это те люди, это тоже может быть, кстати, человек, но рожденный под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Кто знает, может быть, в вашем окружении вот как раз и есть либо Овен, лев, стрелец, либо как будто взаимодействие, да, вот с этими персонажами, либо тот, кто рожден под стихией Земли, именно имеет знак зодиака. И это те люди, которые прочно стоят на Земле. У них все рационально. Он надеется тоже сам на себя, король Пентаклей. По этой карте часто, знаете, как проходит такое значение, когда нам кто-то приходит на помощь очень вовремя, поддерживает, может быть, как и советом, так и деньгами, помогает какую-то сложную ситуацию разрулить, знает, может отчасти, как это сделать и по закону. Король Пентаклей, он за счет чего силен? У него нет иллюзий ни как в отношении людей, ни как в отношении обстоятельств. И то, и другое в постоянном изменении. И он понимает, что в любой момент что-то может пойти не так. И он, главное, уверен в себе. Он знает, я поставил цель, и если даже эти самые обстоятельства пойдут как-то непонятно, криво, я все равно найду 1001 способ, чтобы сделать так, чтобы мне был плюс. Давайте мы достанем карту совета вот по третьему событию. Может быть, это своего рода обучение вот в таких энергиях быть. Хитрее нужно быть. Хитрее, что, может быть, эта карта еще и манипуляций. С другой стороны, надо быть внимательному буквально, чтобы не прогадать что-то по деньгам, не согласиться как, ну, к примеру, на какое-то предложение, которое будет только заманчивым, и все. А если детально его рассмотреть, поискать информацию, то истина, она будет в другой совершенно стороне. Недаром по этой карте нас призывают вообще, что помогает, если мы внимательны к своим деньгам, к своим сумочкам, потому что иногда называют эту карту картой вора. Поэтому как
недвижимости, движимости, к деньгам быть внимательным, так и к своим идеям, мои дорогие. Уметь хранить молчание и уметь хранить все то, что вы имеете буквально. Может быть, вы столкнетесь с разными людьми. Может быть, как раз этому нужно научиться. Где-то промолчать, а где-то удержать свою выгоду. Хитрей, мои дорогие. Это карта вообще манипуляций. Может быть, знаете, в вашем окружении в течение февраля, ну, хоть один человек такой появится. И тогда о доверии сразу не идет речь, правда? Особенно с учетом королевы жезлов. Мы помним, да, значение. Она всегда найдет выход и умеет подняться с колен, даже если патовая ситуация. Ну и король Пентаклей его тоже отличает то, что он как будто настроен на то, что и люди подведут, ну и обстоятельства изменятся. Но при надежде на самого себя любая ситуация, ну, может быть, где-то и с хитростью, где-то и с какой-то адаптацией проходит, но для вас это все равно будут какие-то, как новые знания или новые перспективы. Давайте посмотрим третье событие, победа, мои дорогие. Шестерка жезлов. И любая шесть в карте Таро, в картах Таро точнее, она обозначает победу. И очень уставший вид у нашего победителя, потому что он знает цену победы, правда. И вот это настоящая победа, это не первая победа. В чем-то вы определитесь. Или для себя вот этот самый по урану важный вывод, выбор какой-то сделаете. И о чем нам говорит карта? 50% успеха, чего-то как будто достичь или с чем-то разобраться. А вот удерживать свои сильные позиции – это остальные 50%. Поэтому держать руку на пульсе надо, все контролировать. Я бы сказала, весь месяц как раз этому и посвящен. Да, нужные выводы вы сделаете. К чему-то вы будете относиться менее эмоционально. И если раньше бы вас какой-то человек зацепил, то теперь словно приходит умение держать паузу. Это очень важно на самом деле. Не, если нам бросают перчатку, не поднимать ее, не расширять какую-то дистанцию конфликта, чтобы не быть втянуты в какие-то разбирательства. Вот это тоже важно. Сохранить словом свои позиции. Ну, давайте мы тоже раскроем эту карту, чем дело кончится у победителей рыб и рыбок. Вот так. По этой карте это называется страшного суда. По факту суд не страшный, имеется в виду освобождение от боли, освобождение от страданий, от разочарований, от тех ситуаций, которые нас зацепили. Но вот это, наверное, как раз по Хирону будет выравнивание с лунным узлом и подобные ситуации, как целителя из раненого. Мы помогаем кому-то, и нам тоже кто-то приходит на помощь. Вот тут высшие силы приходят на помощь, ангелы-хранители. И эта карта как порогового значения. Мы как на пороге стоим между прошлым и будущим. Что-то происходит. Может быть, сам по себе февраль будет какой-то турбулентный, но определенно один вопрос, как минимум, как будто вы завершаете. Уже какая-то история не повторится. Или пространство вокруг вас, что-то меняется. Может быть, как известие приходит. Или событие, которое будет связано с вашим окружением. У вас сильная позиция, карта это подтверждает, но быть открытым всего новому или где-то уметь держать осанку на тех поворотах судьбы, которые для нас неожиданны. Помните, что что-то у вас будет точно завершаться. И смотрите, два старших аркана, как и колесница движения, показывает и перемены, да и по карте старшего аркана 20-го страшный суд нам тоже говорят, что прошлое не имеет смысла. Сохраняй, значит, все то, что ты положил уже в копилку успеха. А может быть, это еще и финансы. Ну, где-то тоже сохранять. Чем сердце успокоится? Давайте мы с вами узнаем. Семерка пентаклей вообще неспешностью, каким-то порядком, укладом, когда у вас все под контролем, когда деньги, может быть, в рост, когда, в принципе, карта может говорить, что деньги задерживаются, но они все равно придут в свой срок. С учетом 20-го старшего аркана все придет в свое время. Может быть, как оформление документов, оно тоже состоится. Но если мы говорим 6, это победа. И по нумерологии я сказала, 6 это всегда, как, знаете, если вся активность проходит в 6 стадий, вот это самая вершина, как
ну, нашего, может быть, или успеха в чем-то, или своеобразной победы, когда мы решили тот или иной вопрос, или для себя даже в чем-то определились. И вот следующее по нумерологии число – это 7, своего рода перезагрузка. Вот чем сердце успокаивается? Какая-то перезагрузка, причем в неспешном ритме, не надо никуда торопиться. Вам просто нужно будет удерживать собственные позиции и собой не рисковать ни в коем случае, мои дорогие. Помните, что у вас как будто высшие силы имеют на вас планы, причем самые добрые, самые счастливые. Совет от карт давайте мы достанем. Правда, вы на пороге новых событий. Люблю эту карту за то, что именно в этой колоде у нас изображен, ну, наверное, больше, чем маг. На этой карте вот такой шут. И если шут обычно на краю обрыва, а он у нас тут парит словно и жонглирует всем зодиаком. И как в словах Эйнштейна, только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. И хаос по этой карте как раз и проходит перед началом творения. Пусть это в других колодах, но вот подобные значения, можно аналогию уже провести. Вот вы на пороге чего-то нового, правильно? Что-то у вас завершается. И совершенно новые возможности, перспективы перед вами открываются. Но вам еще предстоит, может быть, поставить четкие цели, какой-то разработать план. Ведь это вот только перед началом творения. Это правда своего рода выбор, чтобы построить вот эту самодостаточность, вот это качество иное жизни. Для этого вам нужно как и закрыть какой-то гештальт, так и определиться с последующим направлением. Вот февраль как будто для этого. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.